Може проиграть. Мы практически год жили в городе Мехико-Сити. Там очень плохая экология, мало зеленых мест, хотя они есть, шумно. Ладно, ребятки, давайте. Давай, Еще раз поздравляю. Вы Спасибо. большие молодцы. Надеюсь, что я тоже до этого момента когда-нибудь доберусь. Все, давайте, пока. Пока. Пока, ребят. Провожаем бродягу, так сказать. Счастливо. Короче, я счастлива, что мы с тобой замужем. Или женаты. Вы в курсе, что на рыжих не действует анестезия? Что? Да, я разговаривала с другом, и он сказал, что где-то у них там в армии, где были рыжие, и на них не действовала анестезия, если зубы делали. Мы устали от большого мегаполиса и хочется пожить где-то в спокойном месте, поэтому мы решили отправиться на самый юг Мексики, в город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, чтобы пожить поближе к природе. Мы там хотим найти дом возле леса или в лесу, и там какое-то время пожить, отдохнуть, в общем, от больших городов, подышать свежим воздухом. Поехали, там вроде нет машин. Кондиционер включен. Да, блядь, это кондиционер. Сейчас аккуратно надо выехать на трассу. Поскольку Мехико окружен огромными горами, нам нужно сейчас проехать горный хребет между Мехико-Сити и Пуэблой. Раньше я любила ездить на машине. Для меня это было похоже на медитацию, когда ты просто куда-то едешь, не спешишь, как будто застреваешь вне времени. Вот так здесь обгоняют, короче, сзади к тебе прижимаются очень близко. Вот, и просят пропустить, и ты уходишь как бы в соседний ряд быстренько. Ну, так здесь в Мексике принято, возможно, не только здесь, а по всему миру. Я очень сильно боюсь. Вот, недавно в автокатастрофе погибла моя сестра. Вот, и я теперь довольно мне нервно, короче говоря. Вот. Ребята, теперь был бродяга, нет бродяги. Ну хорош так романтично про это говорить. Вообще, что за фигня? Ладно, я шучу, на самом деле все не так драматично, потому что мы с Кариной уже давно вместе, уже друг друга успели узнать очень хорошо, поэтому у меня нет никаких переживаний на этот счет, потому что, ну, мы уже знаем друг друга, знаем, чего ожидать друг от друга. Хотелось бы сегодня до Оахаки доехать. Но я не знаю, получится ли. Я думаю, мы доедем, просто часть пути будет ночью. Кстати, здесь офигеть, какие яркие фары на этой машине. Да? Угу. Вообще комфортно ехать ночью. Меня, правда, беспокоит, что скорее всего, оно слепит людей. Ты знаешь, что у нас подтекает аккумулятор? Насладись-ка с красотой. Взволнован. Меня чуть не похитили, тут еще, блядь, эти мухи. Кто тебя чуть не Ну, похитил? меня орали какие-то, блядь, пацаны на мотоцикле. Эй, иди сюда, блядь. Не прикольно. В Мексике бывает вот так опасно останавливаться на обочине, потому что могут подъехать и ограбить. Но мы сейчас вроде бы в довольно безопасном штате. Ну, мы едем 70 км в час, не бойся. Потому что тебя, блин, из стороны в сторону шатает, и к нам навстречу едет машина. Да, я вижу. Угу. И чего? Ну, сейчас я ему уступлю дорогу.
Вот так здесь в Мексике обгоняют. Да, блядь, что так едем медленно? Дороги здесь не очень широкие, и многие едут по обочине, как бы, по разделительной полосе, которая вот разделительная полоса и обочина. Потому, ну, чтобы пропускать, как бы, такая негласная, грубо говоря, вторая полоса, ну, точнее сказать, это полполосы, вот, но, тем не менее, ее используют как вторую полосу, там, чтобы обгонять фуры и так далее, и все фуры жмутся к обочине, чтобы машины проезжали. Ну что, она так поедет? Прям вот мелко. Чё она там нанюхалась? Ты что чихаешь? Вот это вот российские конкретно конфеты. Здесь не хватает очень сильно в Мексике чего-то такого. Но можно поехать по бесплатным дорогам. Это всего лишь на час дольше. Но там будет Всего сурово. лишь, блин. Чего у меня шоры такие выпученные? Но она офигевает с таких приключений. Да ладно, ну уже привык уже. Ну, я бы так не сказал. Путешествие с кошкой продолжается. Базовый номер, ну вот прям вот базовый некуда, короче, на первом этаже на парковку выходит, но там нет никого, кроме нас. И чё? Ну, не знаю, за 600 песо, за 650. Останется? Ну, это очень дорого. Если там фиговый номер, это очень дорого. Ну да, ну вот больше ничего. Нет, мы не останемся. Ну ладно, тогда давай, закрой ее, пожалуйста. Она не пролезет там, Карин. Поверь, она пролезет. Не пролезет она там. Этим прекрасным утром мы проснулись в Оахаке. Это город, зажатый среди гор. Одно из самых поверхностных и бессмысленных в мире занятий – это путешествовать. А сегодня мы еще едем к Тихому океану, где будет очень-очень жарко, но главное препятствие на нашем пути – это огромный горный хребет, который отделяет Оахаку и Тихий океан. Из-за санкций приходится постоянно пользоваться криптовалютой и переводить так деньги. И, конечно же, есть потери. Выехать из мексиканского города бывает проблемой из-за трафика. Там поворот лучше налево. Сейчас мы проезжаем типичный мексиканский пригород. Вот так вот он выглядит. Это складские помещения. Я бы даже сказал, не типично мексиканские, а, наверное, в целом, да. Пригороды обычно там складские помещения, автомастерские и так далее. Автосалоны. Заправок нет на пути. Давай заправимся побольше. Ну, на 1000 песо это нормально. Я помню, что мы в прошлый раз, когда сюда ехали, мы много заправлялись. Заправляемся перед долгой дальней дорогой, хотя по километражу здесь всего 250 километров примерно. Ну что с кошкой? Ну что, она переживает, как обычно. Сейчас мы проедем подальше на трассу, перестанет переживать. Еще воняет бензином, пипец. Даже мне тяжело сидеть. Здесь, в Мексике, на второстепенных дорогах очень-очень много топес. Это лежачие полицейские. И они очень сильно напрягают. Они здесь вообще где ни попади стоят. Размеров тоже везде разные. Где-то огромные такие, что дно автомобиля царапается. В общем, не очень приятно. В машине появился какой-то странный запах. В прошлый раз, когда такой же запах, как будто какой-то бензин, я почувствовал, я перегрел мотор, антифриз весь выкипел, поэтому я остановился проверить, все ли нормально. Прямо сейчас мы забираемся на горный хребет, который нам нужно
пересечь. И он длиной, наверное, 100-150 километров. Сплошные серпантины. Здесь лежат у подножия гор тоже деревеньки, в которых живут местные свою жизнь. Растет агава, из которой делают мескаль. Блин, я не знаю, Кис, нам просто уже ехать надо. Карин, ну нужно и поесть, я не поеду. Ну, я просто не хочу по такой серпантину. Я тебе сказал, я поеду, но я хочу есть. Что за прикол? Почему мне надо Давай. спорить за это? Ехал уже, давай паркуйся. Это Давай. наш шанс, Карина, помириться. Давай, целуем. Что ты делаешь, Карин? В путешествиях обычно много стресса, из-за которого возникает много проблем и конфликтов. Умение слышать друг друга – это залог не просто хорошего путешествия, но и классных отношений. Мы с Кариной учились договариваться постепенно. Ее навык терапевта помогает нам вовремя заметить наши чувства и потребности во время ссоры и вовремя решить проблему. Сегодня я бы хотел порекомендовать вам сервис онлайн-психотерапии «Ясно». «Ясно» – это самое большое в России сообщество психотерапевтов, созданное и придуманное терапевтами. С его помощью вы можете быстро найти подходящего именно вам специалиста. Для этого нужно заполнить лишь небольшую анкету и указать ваши предпочтения. У части психологов есть видеовизитки. Это помогает лучше понять, подходит ли вам именно этот специалист. Большое внимание на площадке уделяется обучению и профессиональной этике. Средний опыт консультирования у психотерапевтов 8 лет. У каждого кандидата тщательно проверяются дипломы, стаж и рекомендации от коллег. По статистике 81% клиентов «Ясно» чувствуют результат уже после 5-й консультации. Кажется, трудно довериться незнакомому человеку и рассказать о своих проблемах, но доверие с терапевтом выстраивается постепенно, так же, как и в отношениях с любым другим человеком. Только вы работаете со специалистом, который умеет задавать правильные вопросы. У сервиса есть сайт, приложения iOS и Android, можно провести сессию практически из любой точки мира, что особенно удобно, если вы много путешествуете, ну или часто переезжаете. Психотерапия повышает качество жизни, помогает узнать себя и исследовать свой прошлый опыт. Ссылка на сервис будет в описании под видео, а по промокоду Бондарев при регистрации вы получите скидку в 20% на первую сессию. Я знаешь, что боюсь? Что здесь такие растения с такими большими колючками. Боюсь проколоть колесо. Дорога тоже оставляет желать лучшего. То есть постоянно встречаются ямки. На пути приходится сильно замедляться, объезжать, выезжать на встречку. Мне кажется, они уже забродившие. Она уедает. Вот там собака еще, кстати, спереди огромная. Нет. Ну, Кисе не понравилось. Вот так прошла демонстрация океана кошки, киса. Я охренею с тебя, посмотри, как это прекрасно. А ты в свою сумку залезла, вот она туда залезла. Посмотри на этот океан, это же прекрасно, господи. Я хотел показать кошке красоту нашей планеты, конкретно вот этого Тихого океана, и привез ее сюда, в Пуэрто-Эскондидо, чтобы она насладилась всем этим великолепием. Но, видимо, ей не очень понравилось, она только мяукала и переживала. Возможно, в этом состоянии трудно насладиться красотой, да, в состоянии такого вот стресса. Либо в целом животные особо такими критериями, не оценивают вещи. Кошка отправляется сегодня дальше в путешествие вместе с нами. Сегодня 3-й день ее путешествия, и она уже более-менее привыкла к такой жизни.
сейчас ехали по серпантину, и приходилось много тормозить, ну и тормоза очень сильно стирались, прям все в этой крошке тормозной. Классика всех дорожных путешествий на автомобиле – это, конечно же, дешевый кофе на заправке. Кстати, здесь в Мексике необычные заправки. Здесь вот есть охранник, да, который стоит и охраняет покой с дробовиком, чтобы никто не нарушал общественный порядок. Здесь дорога сейчас очень-очень ветреная. Мы все еще недалеко от океана, поэтому здесь сильный ветер, который с океана дует. Ну и горы здесь. И прям едешь, и машину начинает раскачивать. То в одну сторону бросает, то в другую бросает. Приходится постоянно рулем корректировать. Вот. И немножко, нервозно из-за этого, но зато дорога прямая. Мы наконец-то выехали с серпантина. И теперь можно ехать под 100 км в час. Надеюсь, часа через 4, да, доберемся. Мы давно с Ильей хотели путешествовать, но не просто куда-то переезжать с места на место бесцельно, а скорее, чтобы это было стилем нашей жизни, чтобы мы останавливались в разных городах или странах по месяцу или по несколько лет, и чтобы это не мешало нашей основной работе. Вот. И, может быть, в какой-то момент мы бы нашли то место, где бы захотелось остаться навсегда. Неожиданно въехали в зону ветряных мельниц. Но в целом это не удивительно, потому что здесь очень-очень сильно ветрено, машину туда-сюда кидает. И логично было использовать как-то эту энергию ветра и поставить здесь вот такие ветряные мельницы. Очень романтичные. Мы сейчас проезжаем пункт досмотра Национальной гвардии, миграционной службы, которые останавливают автобусы, маршрутки, чтобы поймать мигрантов. Вот они. Вот эти вот минивены, это типа автозаков, они с решетками. Вот, туда сажают мигрантов и везут потом их в специальный центр. И содержат там какое-то время, а потом депортируют в свои родные страны. Вот это одна из основных дорог, по которым мигранты идут. Мы сейчас подъехали покушать, и вот здесь стоит прямо такая полиция, проверяют автомобили. Это все не просто так происходит. Сейчас идет караван мигрантов, и они ищут мигрантов, останавливают. И они идут все по жаре, по такой, прям не знаю, сколько здесь, плюс 35, наверное, с сильным ветром. Это очень тяжело. И ловит их Гвардия Националь. Тоже повсюду стоят посты. Кто-то пытается автостопом ехать, кто-то идет пешком, кто-то там на автобусах. У кого как получается. Bienvenidos a Chiapas. Мы приехали в местный штат Чиапас. Край независимых фермеров, партизан, которые взялись за оружие, в общем, и начали бороться с несправедливостью здесь, в своем штате, по отношению к коренному населению. И теперь этот штат Мексики стал одним из самых независимых. Здесь у них самоуправление. Да надоело это Кисина желание выбраться из тачки. Оно, как это... Не знаю. Как будто мы ее в заложниках, да, держим? Мы не держим в заложниках. Но я понимаю, что она устала. Просто я не могу зайти даже в тачку, потому что она, пытается сбежать. Да, кошка, видимо, поверила в свою самостоятельность. Вон она там ходит. Да, вон ее хвост. И когда что-то происходит, она сразу бежит в свою сумку. Короче, я не знаю, на что она рассчитывает, но это тупо. Мы поднялись в горы и оказались на таком плато. Здесь ровная дорога. Наконец-то появилась зелень, потому что до этого была выжженная земля. Постоянно все такое сухое. А здесь такие краски зеленые. В общем, чувствуется жизнь. Нам осталось ехать 6 минут. Через 6 минут мы приедем в тот самый дом, в который едем уже несколько дней. И я в большом предвкушении. Я давно хотел пожить на природе, в маленьком городке. И вот, наконец-то, мы это делаем. Очень здорово. Не терпится уже приехать, посмотреть на него. Дом двухэтажный, среди леса. В общем, как я мечтал просто.
Давай сказку расскажи. Жила-была киса. И был у нее домик. У нее домик был. Да. Давай продолжай. И однажды она решила отправиться в большое приключение. Вчера наша кошка перепрыгнула через забор и ушла гулять, и до сих пор не вернулась. И вот теперь мы ее ищем здесь по всему району, и никак не получается ее найти. Сейчас идем распечатывать объявления, чтобы развесить их по городу, если кто-то кошку увидит. Не знаю, насколько эффективны такие объявления. Нашли на гугле ветеринарные клиники, сейчас идем туда, оставим объявление о пропаже кошки, вдруг туда кто-нибудь к ним привезет, тогда они смогут нам позвонить сразу. Perdimos la gata y tal vez alguien va a traerla aquí. Perdimos nuestra gatita. ¿Posible dejar un anuncio aquí? Мы уже повесили довольно много объявлений, и люди, которых мы просим там у них в магазине, да, повесить где-то еще, очень хорошо и дружелюбно относятся, помогают даже клеить.